Привет, друзья! Я очень рада приветствовать вас сегодня. Мы будем с вами делать в этом коротком видео свадебную свечу. Видео будет ознакомительным. Я познакомлю вас с двумя видами воска, кокосовым и соевым. Скажу несколько характеристик, отличительных характеристик. Самое главное – температурные характеристики этих двух видов воска. Мы будем работать с вот этим замечательным керамическим контейнером в виде лебедя. Воск кокосовый у меня представлен, он здесь в гранулах. Мы его благополучно растопим, окрасим в голубой цвет и украсим свечу двумя белыми цветами, которые перед вами сейчас на экране, сделанные из соевого воска. Мне также понадобится два фитиля, потому что контейнер у нас достаточно широкий. И в конце видео мы с вами оформим эту свечу в праздничный декор. Итак, мы можем приступать. Я возьму сейчас контейнер, и первое, что я сделаю, это закреплю фитиля равномерно с двух сторон от конца контейнеров, чтобы свечи у меня, когда я опущу два цветка, чтобы они у меня не плотно касались друг друга, а достаточно имели большое место, расстояние от стенок контейнера и не мешали при горении друг другу. Но начнем. Значит, когда я растоплю воск, я не буду заливать воск полностью до края контейнера. Где-то это будет меньше середины. Для чего? Чтобы цветы, которые я опущу, могли красиво гореть и воску было куда стекать в дальнейшем. Итак, друзья, мы будем работать с кокосовым и соевым воском. Эти два вида воска имеют ряд отличий. Одним из них является температура плавления. Кокосовый воск обладает более плотной текстурой, чем соевый воск, и имеет более высокую температуру плавления. Это означает, что свечи из кокосового воска будут дольше гореть и медленнее таять. Кокосовый воск имеет температуру плавления 52-55 градусов Цельсия. Ни в коем случае не допускайте нагрев выше 90 градусов. Температура плавления соевого воска, как правило, меньше 37-44 градусов Цельсия. Он обладает долгой длительностью застывания, поэтому цветы, которые вы видите, я залила накануне, чтобы можно было украсить свечу. Растопив кокосовый воск, я добавлю несколько капель красителя, тщательно размешаю и залью его в лебедя, в этот керамический контейнер. Что еще важно отметить, это то, что при переменах температуры, при перепадах температуры возможно появление капель на поверхности воска. Я говорю сейчас о соевом воске. Поэтому свечи из соевого воска при комнатной температуре лучше всего хранить, и они будут достаточно долго вам служить. Сейчас я к расплавленному воску, окрашенному кокосовому, добавлю немного ароматизатора. И использовала я Real Peach персик, он очень-очень приятно пахнет, очень нежный запах. Итак, как вы видите, сейчас все, что мне остается, это залить кокосовый воск и подождать, пока он остынет. Чем он мне еще нравится? Тем, что он, как правило, не требует дозаливки, как соевый. Соевый иногда оседает и требует дозаливки. С кокосовым у меня таких проблем нет. Я, в принципе, заливаю сразу с первого же раза. Еще один момент. Вы видите, есть такие небольшие изъяны, недостатки при заливке. Возможно, это из-за формы контейнера. Не волнуйтесь, друзья, если у вас что-то не получается, и вы все равно будете украшать вашу свечу, вот прекрасный фен, который вам поможет в этом. Все, что вам нужно будет, это просто растопить вершок этого воска и насадить цветы. Ну или любой другой декор. Я в данном случае насадила цветы на фитиля, уже которые были закреплены, и добавила бусины. Жемчуг, он всегда красив. В принципе, это и вся наша работа. Что нам остается, это добавить свою визитную карточку или
открыточку с пожеланиями вашим друзьям, смотря для кого вы готовите. И все, вуаля, свеча праздничная готова. Мы ее оформим сейчас на красивую тарелку, усыпем бусинами, стеклянными камешками и сухими цветами. Если вам понравилось мое видео, друзья, я буду рада услышать ваши отклики. Если не понравилось, то тоже буду рада услышать критику. Любая критика – это всегда хорошо. Почему? Потому что человек развивается и исправляет свои ошибки. Еще один момент. Уделяйте внимание деталям. Детали, маленькие сердечки, красивая бумага, в которую вы упаковываете вашу свечу – это всегда здорово. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Не забудьте подписаться на мой канал, и так вы не пропустите мои следующие видео. А пока до встреч, друзья!